Parallel Finance – парачейн-сервис в сфере децентрализированных финансов, созданный на базе блокчейна Polkadot и поддерживающий токены Kusama. Это проект нового поколения, задача которого – популяризировать кредитование peer-to-peer. Такой тип выдачи кредитов подразумевает: пользователи предоставляют средства, свободные в данный момент, другим обычным пользователям. При этом условия такого кредитования гораздо выгоднее, чем если бы эти услуги предоставлял любой из существующих государственных или частных банков. Задача разработчиков Parallel Finance – создать по-настоящему универсальный сервис, которым могли бы пользоваться программисты, инженеры, предприниматели, пенсионеры и домохозяйки. Он должен оставаться удобным и функциональным снаружи, несмотря на сложные алгоритмы, которые обеспечивают его работу внутри. Это действительно важно, ведь большинство людей останавливает от взаимодействия с криптовалютой именно невозможность быстро научиться зарабатывать ее и использовать для удовлетворения обычных потребностей, оплаты счетов, покупки продуктов и одежды или аренды жилья. Для пользователей важна прозрачность, и сервис Parallel Finance может ее гарантировать, ведь при первом знакомстве с интерфейсом обнаруживаются не только положительные моменты, но и возможные риски. Одна из первостепенных задач разработчиков – донести до пользователя, что при определенном сценарии возможна и ликвидация платформы маржинальных ставок. Визуализированная в виде схемы информация призвана повысить доверие к сервису, и такой подход к взаимодействию с аудиторией можно назвать разумным. Каждый пользователь парачейн-системы Parallel Finance может воспользоваться и страховкой, поэтому разработчики уделили ей особое внимание. Сервис страхует от ликвидации при монотонном использовании кредитных ресурсов, а также защищает от 100% событий, непосредственно связанных с использованием токенов KSM или DOT на платформе Parallel. Это буквально значит, что максимальное вознаграждение пользователя за стейкинг не будет урезано. Уникальная особенность Parallel Finance – так называемый стейкинг с кредитным плечом. Его суть заключается в том, что вкладчики могут одновременно предоставлять суды и делать ставки, получая от использования своих поставленных токенов удвоенную прибыль. Заемщики при этом смогут предоставлять другим пользователям средства для получения кредита. Специальный алгоритм определения репутации пользователя позволяет добиться максимального дохода от стейкинга. В будущем планируется запуск уникального инструмента под названием аукционные суды, который подойдет организациям и рядовым пользователям. У экосистемы Polkadot, какой бы она ни была удобной и безопасной, до сих пор есть ряд проблем, решение которых и предлагает парачейн Parallel Finance. Пользователи Polkadot могут заниматься стейкингом, извлекать определенную прибыль, но в экосистеме нет инструмента, который позволял бы им заниматься peer-to-peer кредитованием, брать суды или одалживать деньги другим физическим лицам. Это ведет к тому, что у пользователей остается довольно много неактивного капитала, который не приносит даже минимальный процент прибыли. Parallel Finance может предложить инструмент, позволяющий извлекать из владения токенами удвоенную выгоду. Пользователи тратят довольно много времени на выбор оптимального размещения монет, чтобы получить максимальную прибыль. Это неудобно, ведь для большинства блокчейн-платформы не являются основным источником заработка, и уделять несколько часов в день поиску оптимального узла люди попросту не могут. Parallel использует уникальную формулу для размещения ставок, которая автоматически размещает монету в свободный узел, обладающий лучшей репутацией. Пользователи могут влиять на это размещение, но в меньшей степени, чем действующий алгоритм. DOT и KSM – это токены, которые чаще всего используются внутри инфраструктуры своих блокчейнов Polkadot и Kusama. Различные парачейны на их базе, даже очень перспективные и продуманные, чаще оказываются без должного финансирования. Не все преимущества систем оцениваются по достоинству, ведь проектов действительно много. Весомым плюсом при разработке была бы возможность встроить в приложение или сервис возможность кредитования. Именно ее и представляет Parallel Finance. Аукционные суды, ожидаемые в будущем, позволят Parallel Finance предложить средства проектам, которые хотели бы получать парачейн-суды напрямую, без посредников. Это стало бы дополнительным стимулом для талантливых разработчиков, которые ищут, но не могут найти средства на краудфандинговых платформах. Еще один плюс – существование ParaShares. Это своего рода акции, которые пользователи могут обменять на тот или иной токен, поддерживаемый экосистемой. Их также можно одалживать или предоставлять в качестве суды. У Parallel Finance есть собственный токен Para,
который при использовании Polkadot распределяется внутри экосистемы между ключевыми партнерами и участниками. У него есть несколько функций. Так, например, держатели пара имеют право голоса по целому ряду вопросов. Они могут предлагать обновления и новые методы управления, начинать референдумы, запрашивать корректировку тех или иных параметров системы. Токен пара необходим, чтобы обеспечить безопасность протокола. С его помощью снижаются риски, распределяется прибыль. Он часть системы поощрения наиболее активных пользователей, которые вносят вклад в развитие системы. Разработчики считают, что в будущем возможно создание единой децентрализированной финансовой системы, где разница между крупными блокчейнами будет не в стоимости валюты, а в используемых технологиях. Пользователи смогут выбрать токен, который наиболее удобен для них, и использовать его в системе Parallel Finance для кредитования и совершения ставок. Это станет отличной возможностью как для обычных людей, так и для разработчиков приложений, которым нужна удобная кредитная система. Парачейн Parallel Finance сможет получить широкое развитие и внести свой существенный вклад в популяризацию DeFi. Но если вдруг вам понравилось описание этого проекта, ссылочки на него вы можете найти в описании под видео. Прямо сейчас вы можете помочь проекту в развитии его экосистемы, а разработчики в свою очередь, я думаю, не поскупятся на поощрение своим ранним суппортерам.